Удар по семейному бизнесу Путина. 400 дронов в направлении Москвы. Масштабные пожары и эвакуация. Россию накрыла страшная напасть. Дороги уничтожены, мосты полуразрушены. Регионы срочно вводят режим ЧС. Истребление целых городов. Самый жесткий сценарий войны уже запущен. Зеленскому поставлен ультиматум – немедленно признать ошибку и принять крайне тяжелое решение. Президенту дали 4 дня. Катастрофу признали на высшем уровне. США атаковали ядерный объект. Союзник предал Вашингтон, а Трамп крупно облажался перед миллионами зрителей. Об этих и других событиях к вечеру 20 июля. Самые важные события этого понедельника прямо сейчас. Это «Нехта», с вами Дарья Петрова. Начинаем. Атака сотнями дронов. Ночью беспилотники накрыли Подмосковье. По данным телеграм-канала «Астра», возникло как минимум 5 очагов пожара, а по словам Собянина, на московский регион летели более 400 беспилотников. Под удар попали сразу несколько крупных объектов. В Подольске зафиксирован пожар близ предприятия российского ВПК ЦНИИ «Тачмаш», которое специализируется на стрелковом оружии, боевой экипировке и боеприпасах. Там же атакована нефтебаза. А вот склад Wildberries в подмосковном Каледино устоял. Местные сообщали об атаке, а руководство об эвакуации сотрудников, но объект не загорелся. Прилетело и по индустриальному парку «Южные врата» под Домодедово. С начала года парк контролирует фонд «Талант и успех», учредитель которого никто иной, как виолончелист Сергей Ралдугин, ближайший друг Путина и хранитель его тайных капиталов. Попечительский совет фонда, кстати, возглавляет сам глава Кремля. Так что на этот раз прилетело в буквальном смысле по семейному бизнесу. Но самое интересное произошло после. Каким-то невероятным образом российские скрипоносцы умудрились вывернуть даже горящие склады себе на пользу. В организации с говорящим названием «Общественный уполномоченный по защите семьи» заявили следующее. Опыт сгоревших складов – это жесткое предупреждение о том, что ждет нашу страну в случае продолжения насильственной и бездумной цифровизации государственного управления. Пора остановить агрессивный перевод жизни в цифру, пока масштабы потерь не стали необратимыми. Забавно, как защитники семьи умело игнорируют масштабы потерь у России на фронте. И что это все последствия войны, развязанной Путиным. А вот к чему все идет. И это, пожалуй, главное. Война вступила в новую фазу. Армия РФ почти не продвигается на фронте, зато гибнет десятками тысяч ради сотни метров. И раз на земле дело не движется, издание The New Yorker прогнозирует, как дальше будут развиваться боевые действия. Население обеих стран может ждать кровавая война городов по сценарию Ирано-Иракского конфликта 80-х, когда, увязнув на фронте, стороны бросили все силы на уничтожение тылов друг друга ракетами и дронами. Разница лишь в том, что для Украины это давно привычная реальность, а для страны-агрессора все только начинается. Россияне впервые в полной мере ощутили то, что украинцы переживают годами. С начала года силы обороны Украины ударили по российским НПЗ почти 200 раз, а без бензина оказались уже около 50 миллионов человек. Прикрыть все заводы нечем. ПВО на огромную территорию не хватает. Если к зиме договориться о прекращении взаимных ударов не удастся, война окончательно превратится во взаимное истребление городов. И украинским мегаполисам, которым сейчас остро не хватает ПВО, придется особенно тяжело. Российские атаки и без того не прекращаются. Вчерашний удар по Запорожью пришелся по жилым кварталам. Разрушены 2 пятиэтажных дома. Погибли 3 человека, среди них 11-летняя девочка. Еще за сутки в области ранены более 47 человек. В Краматорске под утренними ударами по жилым кварталам погибли как минимум 2. 4 ранены. Людей доставали из-под завалов. В Павлограде еще 2 погибших и 8 раненых. Среди пострадавших годовалая девочка. А число погибших при ударе по иностранному сухогрузу под Одессой выросло до 10. Украина тем временем готовится к худшему на северном рубеже. На границе с Беларусью спешно возводят целую линию укреплений, противотанковые рвы, несколько рядов колючей проволоки, бетонные зубы дракона. Все это выстраивают так, чтобы создать для возможного противника настоящую килл-зону. Коридор, где вражеские солдаты окажутся как на ладони, под прицелом FPV-дронов. Особый контроль за водными рубежами. Прежде всего, за Днепром. Пограничники рассказывают, что уже не раз сталкивались с белорусскими водными патрулями. Впрочем, паниковать рано. В Госпогранслужбе подчеркивают, что прямо сейчас на границе спокойно. Никакой напряженности нет. Готовятся, что называется, на всякий случай. Но готовятся всерьез. А в самой России тем временем, куда ни глянь, вода. На Урале зачастили потопы, и в 2 регионах уже режим чрезвычайной ситуации. В
Прикамье в Октябрьском округе потоки воды затопили участки, размыли дороги, покорежили мосты. Несколько сел подтоплены, кое-где нет света. Людей предупредили держать наготове документы и вещи на случай эвакуации. А в Свердловском Каменске-Уральском случился и вовсе абсурд. Ливни затопили единственный на весь город роддом. Крыша не выдержала и потекла. Рожениц перестали принимать, отправляют аж в Екатеринбург. Сами горожане передвигаются по улицам буквально на досках для гребли. Ливневки с дождем не справились, дороги ушли под воду. И это еще не конец. Синоптики обещают ливни еще на несколько дней. А в Свердловской области режим ЧС из-за паводка объявлен уже в 10 муниципалитетах. Несмотря на ситуацию в собственной стране, Москва сдаваться не собирается. Раз победить в Украине у России не выходит, Кремль, похоже, начал присматривать себе цель полегче. И это страны Балтии с Польшей. Так прямо и заявил министр обороны Литвы. И по факту с его логикой не поспоришь. Война у России буксует, победы нет, а внутри самой страны общество все настойчивее спрашивает Путина, где же обещанный триумф. Режиму позарез нужна новая, маленькая победоносная, чтобы отвлечь и приободрить своих. И ближайшая мишень для такой авантюры под боком. Опасаются там не обязательно полномасштабного вторжения, куда вероятнее провокация. Удар по инфраструктуре или гибридная вылазка, чтобы прощупать, насколько сплоченно отреагирует НАТО. Польша уже допускала, что Москва может обставить это как операцию под чужим флагом, например, дронами якобы украинского производства. Литва уже усилила охрану мостов, подстанций, газовых узлов и линий связи, на всякий случай, который вполне может настать. А чтобы народу совсем не отчаяться, для него все-таки нашли повод для гордости. Назначенный Москвой глава Запорожской области Балицкий бодро отрапортовал Путину о победе. Достижение, правда, оказалось скромноватым. Полный контроль над трассой Р-280 Новороссия, что ведет из Запорожской области в Крым. Украинские дроны якобы теперь сбивают эффективней. На той же встрече обсудили еще ряд очень важных вопросов. Например, строительство автобусных остановок в Бердянске к 200-летию города. Путин инициативу поддержал. Больше побед под рукой не нашлось. У президента осталось мало времени. Общество требует принять решение, причем в сжатые сроки. Инициаторы протеста в Киеве, среди которых ветераны, поставили Зеленскому дедлайн до 24 июля. К этому дню они требуют от президента двух вещей: уволить главкома Сырского и все-таки вернуть Федорова на пост министра обороны. Не выполнит, обещают бессрочную акцию протеста. Украинский президент уже провел несколько встреч с военным командованием, говорил и с Федоровым, и с Сырским. Как пишет Wall Street Journal, так он пытается погасить растущее недовольство украинцев. Но и решения будут. Украинские ресурсы, в том числе аналитики проекта Deep State, намекают, что Александра Сырского официально снимут с должности уже в ближайшее время. Воспользоваться расколом в украинском обществе не упустили момент россияне. Буквально на днях после заявления штурмового полка Скеля о поднятии флага в центре Константиновки в телеграм-каналах начало массово расходиться видео. Двое бойцов ВСУ держат флаги с портретами Сырского и Зеленского и докладывают о зачистке Дома культуры в городе. А следом появилось другое видео. Те же бойцы на той же локации, но уже в российском плену. Самое подозрительное – те самые портреты, распечатанные на принтере. Обычно так никто не делает. Но на волне последних событий многие приняли ролик за чистую монету. Решили, что это спущенная сверху кампания в поддержку Сырского. Украинские осень-каналы провели собственное расследование, но выводы вышли неоднозначные. Есть все основания полагать, что на видео действительно украинские военные. Но нельзя исключать, что оба ролика сняли россияне. Первое хитро вбросили через украинские паблики под видом победы, а второе выложили уже сами. Якобы только что взяли этих военных в плен. Сам 425-й отдельный штурмовой полк выпустил официальное заявление и версию о российском ИПСО не подтвердил. Основной посыл – война состоит не только из побед, а враг раздувает из одного эпизода целую информационную операцию. Демонстрации украинских военнопленных не свидетельствуют ни о захвате Константиновки, ни о поражении полка. Враг традиционно использует пленных как инструмент информационной войны. Мир катится к еще одной большой войне. США уже 9-ю ночь подряд били по Ирану. По заявлению иранской стороны, американская армия нанесла удар по ядерному объекту. Госиздание «Фарс» утверждает, что несколько ракет прилетели по стройплощадке атомной электростанции Дарховейн.
на юго-западе страны. Независимых подтверждений и оценки ущерба пока нет. Иран в ответ лупит по американским базам в стране региона. Энергосистеме Кувейта, возможно, нанесены масштабные повреждения. Там впервые вывели на улицы передвижные генераторы, чтобы запитать жилые районы после отказа энергоснабжения. А по заявлению КСИР, удар по американской базе в Иордании навели по разведданным с иорданской стороны. То есть, если верить Тегерану, ударить по базе США помогли их же союзники. Досталось и Бахрейну. Американская разведка предупредила его о возможных терактах. И вот что важно. За океаном признают, сил на все не хватает. Пентагон наращивает авиацию в регионе. Снова готовится к сценарию наземной операции. Но запасы ПВО и дальнобойных боеприпасов тают, а перебрасывать подкрепление все труднее. Эта война по собственному выбору обернулась катастрофой. Катастрофой в военном смысле. Впрочем, у президента США, кажется, есть заботы поважнее. Пока на Ближнем Востоке гибнут его же военные, Дональд Трамп с упоением праздновал чужую победу на финале чемпионата мира по футболу в компании сборной Испании. Когда чемпионов вышли награждать, к ним присоединился и Трамп. Президент ФИФА пытался попросить его не нарушать протокол и не мешать игрокам наслаждаться моментом 1 на 1 с кубком. Но куда там? Американский президент остался праздновать вместе с испанцами, будто выиграл сам. Кстати, это в его духе. После клубного чемпионата мира прошлого года Трамп и вовсе забрал оригинальный кубок себе, а Челси досталась копия. Уникальный нарцисс, которому чужой праздник милее собственных проблем. Рецепт спасения человечества нашли там, где никто не ожидал. В Анкаре прошла международная конференция под громким названием «Союз, который предотвратит большую войну». Способ предложен радикальный – распустить НАТО. А взамен сколотить новый военный блок, но уже из Турции, России, Китая и Ирана. Собрала конференцию, впрочем, не турецкая власть, а левонационалистическая партия «Ватан», давно и открыто симпатизирующая Москве. Съехались представители России, Китая и Ирана, ось о лидерстве которой в Кремле только и грезят. Партия эта в турецком парламенте не представлена и позицию Анкары не выражает. Но сам прецедент показателен. Идея снести НАТО и построить клуб автократий гуляет все смелее. И все же не все новости должны быть негативными. В китайском Чанчуне устроили летние игры для корги. Гвоздем программы стал заплыв коротколапых карапузов. Зрелище очаровательное. Собачек запустили в бассейн, чтобы питомцы весело и с пользой спасались от жары. Иногда, чтобы отвлечься от бесконечных мировых событий, достаточно просто посмотреть, как плавают корги. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И увидимся уже утром.